you go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре мы с вами рассмотрим сразу 4 новых аудиофильских кабеля для полноразмерных наушников от компании Head A Cable. И, конечно же, как всегда, поговорим с вами о самом главном, о том, как именно они влияют на звук. Погнали! Ну и как всегда, все 4 модели в этом обзоре получили коннекторы 3,5 мм и балансный штекер на 4,4 мм джек и используют качественную фурнитуру. А вот дальше уже, конечно же, начинается отличие и по цене, и по используемым материалам. И первым у нас идет вот такой вот кабель Head A Cable HD13 стоимостью около 10 тысяч рублей прямо сейчас на AliExpress. И это 8-жильный кабель в приятной вот такой вот золотистой расцветке, выполненный из позолоченной меди, OCC и чистого серебра. Ну а следом идет кабель Head A Cable HD12 стоимостью уже около 8000 рублей. И это тоже 8-жильная, но более тяжелая модель, но здесь уже используется монокристаллическая медь с серебряным покрытием, плюс монокристаллическая медь с золотым покрытием и обычная монокристаллическая медь, что тоже звучит не менее интересно. Но этот кабель именуется как Head A Cable HD10 и стоит он уже около 7000 рублей. И это более легкий 8-жильный кабель, в составе которого используется позолоченная медь OCC плюс посеребренная медь OCC и графен, что для этой стоимости, ребята, прям отличная комбинация. Ну и завершает сегодняшнюю подборку Head A Cable HD11 стоимостью около 3000 рублей. И это самый легкий и 4-жильный кабель в сегодняшнем обзоре, выполненный из монокристаллической меди с позолотой и обычной монокристаллической медью, что тоже очень неплохо. Ну а теперь давайте перейдем уже к самому интересному, а именно к влиянию этих кабелей на звук. Ну и начну я, конечно, с самого крутого, на мой вкус, кабеля в этой подборке Head A Cable HD13, потому что именно он понравился, ребята, мне больше всего. И, если честно, буквально уже после нескольких прослушанных треков мне сразу стало понятно, за что здесь вообще просят такие деньги. И с этим кабелем звук сразу ощущается более открытым, прозрачным и свободным. При этом все эти изменения воспринимаются на слух максимально естественно, то есть без какого-либо ощущения искусственности в подаче. И бас с этим кабелем, ребята, становится прям собраннее и быстрее, но при этом он совершенно не теряет своей характерной глубины и хорошей массы. А середина раскрывается прям чисто, естественно, вокал отделяется от инструментов заметно лучше, но количество разных нюансов в его случае становится ощутимо больше. А вот высокие частоты вообще, можно сказать, одна из главных сильных сторон этого кабеля. И в случае с Sandy Audio и Gret они прям очень воздушные, детальные, протяженные, но при этом без какой-либо неприятной утомительной резкости. И за счет этого звуковая сцена даже воспринимается значительно шире. Появляется больше воздуха между инструментами, лучше ощущается сама глубина, и инструменты уже за счет этого заметно легче локализуются буквально в огромнейшем пространстве. И именно поэтому этот кабель, мне кажется, больше всего зайдет с теплыми и слегка темными наушниками, которым хочется добавить больше прозрачности, воздуха и более высокого технического уровня. А вот уже после перехода на Head A Cable HD12 сразу понимаю, что подход здесь уже совершенно другой. И этот кабель точно не пытается превзойти HD13 по прозрачности, а делает ставку на совсем другое. И с ним звук становится более плотным, насыщенным и фундаментальным, за счет чего бас ощущается массивнее и увереннее, появляется больше веса и глубины, ну а середина в его случае прям звучит телеснее и насыщеннее, за счет чего вокал банально воспринимается ближе и эмоциональнее. При этом высокие частоты остаются тоже достаточно детальными, но подаются в его случае немного спокойнее и деликатнее, благодаря чему звук становится уже комфортнее при длительном прослушивании, особенно если изначально ваши наушники были яркие. Да и сама сцена тут ощущается все же немного иначе. Она уже не столько впечатляет вас каким-то воздухом и легкостью, сколько создает ощущение такой уже более цельной,
насыщенной и музыкальной подачи. И на мой взгляд, ребята, этот кабель особенно хорошо подойдет легким, светлым и даже слегка ярким по характеру наушникам, которым хочется добавить немного массы, плотности и некоторой музыкальности. Ну а вот Head Cable HD10, как по мне, оказался прям очень удачной золотой серединой между двумя старшими моделями. И после сравнения у меня вообще сложилось такое ощущение, что он старается объединить все сильные стороны каждого из них. И здесь уже есть и хорошая прозрачность, и приятная добавленная плотность в нижней середине и низких частотах. Но отмечу, что без какого-то явного перекоса в какую-либо сторону. И бас с этим кабелем прям становится глубже и собраннее. Середина остается чистой и довольно прозрачной, с хорошей естественностью и хорошей читаемостью, а высокие частоты добавляют немного воздуха и более лучшего прослушивания всех мелких деталей. Да и сама сцена в его случае ощущается просторнее и точнее. Именно поэтому этот кабель получился прям самым универсальным в сегодняшнем обзоре. И как мне кажется, будет отлично сочетаться с большинством полноразмерных наушников, как планарных, так и динамических. То есть для его цены, ребята, я думаю, что тут прям все отлично. Ну и Head Cable HD11, несмотря на самую доступную цену, тоже оставил у меня приятные впечатления. Но, конечно, настолько яркого эффекта, как от старших моделей, здесь уже не будет. Но и задача у него все же, на мой взгляд, совсем другая. И вот он, ребята, практически не меняет исходный характер ваших наушников, а лишь аккуратно делает звук немного более собранным и комфортным. Бас становится чуть плотнее, верх слегка сглаживается, благодаря чему яркие по подаче наушники в его случае слушаются уже заметно приятнее и комфортнее. Ну а сама музыка воспринимается спокойнее и цельнее, а серединка получает как бы больше насыщения и энергии, что хорошо подойдет для очень нейтральных и спокойных по подаче наушников, как Sandy Audio и Gret. В общем, если вам нужен просто такой хороший кабель на замену штатному, без желания кардинально менять звучание наушников, то, на мой взгляд, он со своей задачей справляется прям очень достойно. Ну и в итоге, друзья, я пришел к тому, что каждый из этих кабелей действительно имеет свой собственный характер. Head Cable HD13 — это выбор для тех, кто хочет получить максимум прозрачности воздуха и более высокого технического уровня. HD12 понравится любителям более плотной, теплой и насыщенной музыкальной подачи, а HD10 получился прям очень удачным универсальным вариантом между двумя старшими моделями. Ну и бюджетный кабель HD11 — это просто хороший кабель на замену штатному, который практически не меняет характер ваших наушников, а лишь делает звучание немного приятнее и комфортнее. Ну а на этом, друзья, у меня на сегодня все. Надеюсь, этот обзор помог вам лучше понять реальные различия, которые существуют между этими кабелями. Всем спасибо за просмотр, всем отличного звука, хорошего настроения и до скорых встреч уже в новых обзорах.